Приветствую всех на канале. В этом видео мы посмотрим на двигатель от Иш Юпитер, который я купил. А теперь немного предыстории. У меня есть Планета 5, но я планировал поставить двигатель от Юпитера, так как одноцилиндровая техника меня немного задолбала. Я выставил свой двигатель от Планеты на обмен. Нашелся человек. Вот, кстати, это гнида. Он утверждал мне по телефону, что двигатель полностью исправен. Скидывал фото. Говорил, что двигатель во всей комплектации. И мы договорились об обмене вместе с трубами, карбюратором и коленями. Я полностью вылезал двигатель, сделал для него коробку и отправил. Через пару дней пришел его двигатель мне. Но в отделении я уже заметил, что коленя нет. Когда привез домой, я понял, что он прислал мне не тот двигатель, который скидывал на фото. На фото был другой картер. На крышке было написано ТЗМ. А мне пришел другой, с ижевским картером с рисунком щита. Теперь давайте посмотрим на головки. Как мы видим, здесь стоят спортивные свечи. Левая головка уже ремонтировалась. Кстати, отремонтировали криво, прокладок никаких нету. Правая головка в более-менее нормальном состоянии. Резьба вроде не слизана. Главное, что ребра целые, а не как у меня на Минске. А еще их не чистили со времен СССР, а потом жалуются на перегрев. Сейчас посмотрим на правый цилиндр. На удивление, здесь очень даже неплохое зеркало. На левом тоже. Резьба под колени подуставшая, но она есть, закрутить можно. Жаль, что этого нельзя сказать про резьбу левого цилиндра. Ее здесь нет. Каким дауном нужно быть, чтобы слезать так ее? Дальше двигатель перевезли в другую локацию, чтобы мои друзья смогли смотреть и рофлить над моей покупкой. Що ми можемо сказати по поводу двигателя Юпитера? Що це, блядь, хуйня? Я решил проверить люфты в деталях. Как видим, подшипнику корзины пизда. Кстати, там нету половины дисков сцепления винта с пружиной под регулировку. Дальше я начал проверять люфты на коленвалах. Как видим, втулкам тоже глина. На них износ, как у моей бывшей. Поршни сильно люфтят, что на одном, что на другом коленвале. Горизонтальный люфт на нижней головке шатуна тоже присутствует. Когда разобрали корзину, увидели, что нету гайки и шайбы на валу. Также в корзине присутствовала трава и коррозия, что уже не странно для этого двигателя. Теперь давайте посмотрим на диски сцепления. Если посмотреть на их внешний вид, то можно понять, что они пиздец как любили буксовать. А как вы думаете, что нужно делать, чтобы так их сломать? Я открутил правую крышку картера и увидел такую картину. Этот дурачок налепил какого-то пластилина наверх подшипника, чтобы не текло масло. Но я подозреваю то, что там была заглушка, которая была частью блока. Далее мы видим разбитую посадку под подшипник, да еще и с трещиной. Пиздец, одним словом. Но стало еще хуже. Когда раскололи двигатель, видимо из-за того, что у человека, который собирал коробку, была одна лишняя хромосома, и он не вставил наборный подшипник в карабас. В итоге, произошло то, что мы видим. Стенку скушала шестерня, а сам из шестерни четвертой передачи похожа на зубы старой бабули. Там даже втулку раздавило. Думаю, всем понятно, что меня наебали. Но давайте посмотрим, что я получил в обмен на хороший планетовский движок. Поршни с малым износом, первый ремонт. Подуставшая корзина, но с виду отходит 3-4 километров. Норм шпильки. Диски под замену. Также нужно заменить шестерни. Вилочки очень перегреты. Посмотрите на их поверхность. Кстати, здесь родные коленвалы. Еще со знаком качества СССР. Двигатель мертвый, вы сами видите. Поэтому я купил двигатель от Юпитера 2 беспоршневой по очень вкусной цене, чтобы из двух собрать один. Я его разобрал,
А теперь давайте посмотрим, что у нас есть. Теперь у меня два почти полных комплекта внутренностей двигателя. А внутрянку второго Юпитера полностью в оригинале. Все шайбы и болтики на месте. Коробка в идеале. Износа почти нет, чего не скажешь про коробку стройки. Теперь можно закупить новых подшипников, перепрессовать коленвалы и собирать обратно. Если постараться, можно собрать и два мотора, но нужны еще одни цилиндры. Вот, кстати, звук родных коленвалов. И это тот, у которого самый меньший износ. Круто, да? Мне интересно, почему этот мертвый мотор поставили новые поршни? А как вы думаете? И вот такие крутые штаны были вместе с трэшным мотором. Теперь слушайте внимательно. Я вот думаю, на каком картере мне собрать двигатель. Если собирать стройки, то нужно вылечить все проблемные места. А это долго, а если дело с алюминием, то может быть и дорого, так как аргонщики охренели с ценами. Можно собрать на картере с двойки, но там другие продувочные окна, нужно будет пилить цилиндры под них. Или покупать цилиндры с двойки. А они редкие. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как бы вы сделали в этой ситуации. На этом все. Теперь нужно думать, что делать с двигателями. И да, всем спасибо за просмотр. Вы у меня лучшие.